Все говорят, что он дофига смешной, но мне кажется, он дурацкий какой-то. Бывает. Просто у него нет хейтеров. Как так? Он сам себе хейтер. Не, почему у него есть хейтеры? Ну нет. Если бы... Ну просто... Он, по-моему... в топе ютуберов, у которых нормальная репутация. Типа не было никаких скандалов, там, расставаний. Такое. А как он так живет? Без скандалов в интернете. Это АСМР, Алис. Садись, 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 что хочешь? Что хочешь? Вот здесь, вот здесь. Красиво Черный Иисус поймет нас всех, Он все простит и укротит, косячок накрутит. Я Черный Иисус любит тебя, Он любит всех, Он любит тех, кто улыбается. Я Черный Иисус тебе как друг, Он не враг и не дурак, Он Черный Иисус. Я Черный Иисус. Ну просто шок, он просил меня... Сделать так, как получилось? Да. А чем плохо? Ну сделай чуть по-своему, давай поэкспериментируй. Где-то по-другому там раскладку хочешь? Да. А про Россию, Америку это чья идея? Моя. Твоя? Я сейчас в состоянии очень странном. Тебе может показаться, что ты был пьян. Только солнце не может быть твоим талисманом. Нужно скрываться за большим океаном. Все, я, короче, я записал криво. Я Да? сейчас Смотри, вот как я поменял, смотри. Для дураков деньги стали самой сладкой страстью, однако мы идем навстречу своему счастью. Вот, и последняя фраза сейчас. С Америкой общение обернули нужной мастью. Видишь, вот в ритме все получается. Мы идем к твоему счастью с этой властью. С этой Наше властью? общение с Какой властью? Америкой Кто это обернулось. придумал? Какой властью? С какой властью он придумал? Я не тебя ругаю, извини, я просто так выражаюсь экспрессивно. Какой властью? Какой властью? Вот ребенок 12 лет говорит, с этой властью что-то так. Какой властью? Господи. Ну-ка сейчас сделаем что-нибудь другое. Давай про грязную власть, Алис. С этой грязной властью. Общение с Америкой стало самым вернулось. Да не надо, это перебор. шучу. Я тоже шучу. Сейчас это. Я не понимаю, почему я не могу зачитать так же, как мы делали это с тобой 5 минут назад. Что там про дыма, напомни мне, там последняя фраза. Я не вижу ничего из-за густого дыма, или как-то... Я не вижу мира из-за густого дыма. Для дураков деньги стали самой сладкой страстью. Для дураков деньги стали самой сладкой страстью. Однако мы идем навстречу своему счастью. Однако мы идем навстречу своему счастью. Ненависть теперь мое второе имя. Я не вижу мира из-за густого дыма. Для дураков деньги стали самой сладкой страстью. Однако мы идем навстречу своему счастью. Ты никогда не забывай про диалог культур. С Америкой общение оберни нужной мастью. Блин. Я не знаю, стоит ли еще мучиться сегодня. Сколько угодно. Это офигительно. Это офигительно. Все началось с того, что я написала исследовательскую работу про граффити и, в принципе, про культуру хип-хоп. Моя мама мне помогала заниматься этим, помогала писать. И тогда мы познакомились с ребятами из Хип-Хоп Союза. Я немного рассказывала о себе, и я
тогда писала маленькие тексты, маленькие рэпы, не знаю, маленькие панчи, маленькие рифмы. Вот. Алиса, она примерно моего возраста, мы сейчас общаемся, дружим, она моя подруга хорошая. Ну, и там мы тоже с ней познакомились. Мы начали хорошо общаться как-то сразу и даже писать какие-то совместные рифмы, тексты. И это неплохо получалось. Мы уже выработали свой, так сказать, стиль. Да. Почему долго сижу? Потому что я хочу поставить слово так, чтобы, например, вот рифмы, глагол не всегда, ну, короче, не всегда может быть красивой. Вот. И также рифмы прилагательных. Например, как Чиф говорит, самые ужасные, ну, по-моему, самые ужасные рифмы — это ножи, типа гаражи, ножи, вот это самое ужасное. Наши дети, они не какие-то суперпрофессионалы, мы не делаем из них звезд, как там нашел голос, давай ты лучший, будь, делай, соответствуй. Нет, просто все было изи. Мы просто уже дружим, и эти отношения дружеские поддерживаем всячески. Это тоже, кстати, была у нас такая концепция «один возраст», one age, когда нету разницы стар ты, молод, в какой ты точке находишься, все есть такая общая точка соприкосновения, в которой все просто люди. Те, кто занимается хип-хопом, это вечные такие подростки. Мы хотим, желаем пребывать, и вообще такая инфантильность, это, в принципе, знак поколения своего рода. Вот кто в 80-х там в конце родился, в начале 90-х. И в этом плане мне просто нравится с ними общаться и учиться у них то, что в хип-хопе называется фреш, да, то, что свежее. Меня дети научили, главное, ну, быть открытым будущему, ожидать чего-то нового, потому что у них сейчас такой этап, что они буквально там через несколько лет только школу закончат. Вот это вот полная открытая перспектива, это вот и ждать нового, чего-то лучшего, более интересного, свежего. Вот, пожалуй, главное. Чтобы права свои знали люди, и мы всегда против насилия. Важнее это наши главные усилия. Пока ты смотришь на своего друга, который так глубоко молчит и плачет, весь класс ждет, пока откроются окна, все ждут, пока его не станет. Если играть только GTA, радость не увидишь никогда. Мне хочется плакать. Почему? Потому что даже малые танцуют круче, чем я. Банкиры позвонят тебе, это зло. Ты для них клиент или просто ничто. Каждый день сессия, у меня депрессия. И из-за учебы не могу сидеть на месте. А ненависть тебе, мое второе имя. Я не вижу мира из-за густого дыма. Зарабатывать деньги стало страсть. Мы идем к своему счастью. Ну, я же сама говорила, что долго сижу часами там на какой-нибудь рифм над рэпом. Надо долго сидеть, надо думать, надо, ну, чтобы это было красиво, чтобы это было со смыслом, чтобы это не просто был водопад слов некрасивый. А Хип-Хоп Союз — это организация, которая говорит, что вот, ребята, посмотрите, у нас настоящая музыка, у нас есть танцы, у нас настоящие голоса, у нас все со смыслом, типа, на самом деле, ну, Хип-Хоп Союз, типа, у любого, ну, просто идешь на улице, спрашиваешь, что такое Хип-Хоп Союз, не каждый ответит, что это за организация, поэтому я хочу ее продвинуть, чтобы мы были, так скажем, популярны, чтобы нас узнавали, чтобы мы могли приезжать на сцену, и нам говорили: о, это типа Хип-Хоп Союз, окей, давайте, идите выступать. Ты голодный страшно, да? Можно чайку попить. В смысле нет?
А ты расстроилась, да, что ты так осетинично? Я не расстроилась, потому что я не поучаствовала в батле. Это ерунда. Я сейчас немножко по-другому переживаю. Ну на будущее запомни, сюда приезжаешь на батл, надо подойти и сказать, я пришла. Нет, ну просто... Иначе ты не будешь участвовать. Как-то непривычно, потому что обычно, типа, я приезжаю... Типа все само. И все уже само, да. Ну, то есть... Вопрос про неблагополучных детей – это вопрос такой болезненный, то есть у меня прям сразу реакция. Вообще, в целом, с точки зрения педагогики, да, работы социальной, это вопрос спорный. В каких документах можно употреблять выражение «трудный подросток» или «сложный» или какой-либо иной? Так глубоко молчит, плачет, весь класс ждет, пока откроются окна. Все ждут, пока его не станет. В его комнате мрак, а в голове бардак. Все вокруг так быстро тлеет, но курок жмет вновь и вновь, по стене размажет кровь, никто больше его не заденет. Блин, сейчас бы не наговорить про себя так, чтобы потом приехали за мной. Ну, просто потому что для меня школа это тяжело. Нет, я не отстала, и я там... У меня нету задержек ни в развитии, ни в чем, но каждый год, каждый день я чувствую все большую ненависть к школе и всем, кто там замешан. Ну, у меня есть друзья, это понятно, но... Вот такие вот. Я не могу определиться. Либо я буду дизайнером и учиться в британской школе дизайна, в артплея, либо я буду все-таки больше продолжать заниматься хип-хопом. Ну, можно делать это одновременно. Да, немножко сложно просто. Нет, я хотела... У меня просто был такой план, что я буду заниматься и хип-хопом, и я буду дизайнером одежды, и буду дизайнером машин, и у меня еще будет какой-нибудь ресторанчик в Москве. У нас есть такая группа, как ее называют, «Вергнутые». В школе группа. И там в основном, по-моему, 6-5 человек, которые гнобят в школе, либо которые считают себя какими-то другими просто, которые считают себя, не очень крутыми. В общем, так вот, да. И одну девочку гнобят за то, что у нее папа немец, рисует свастику на доске, говорят, что она фашистка. Другую за то, что... другую гнобят втихаря так, за то, что у нее другой цвет кожи. Остальных могут набить за то, что они как-то поддерживают отношения со мной. Я понимаю, что я тоже не ангел, но дело в том, что в 2017 году у меня не стало мамы. И они и приходили на поминки, и как бы, то есть сочувствовали мне. А потом летом, у меня сломалось, естественно, у меня вот так вот мир рухнул, и потом я начала на всех срываться, короче, у меня не все хорошо было с головой, и никто, конечно, не обижался на меня, но вдруг в 18 году уже, по-моему, в 18 году уже меня начали летом... От меня начали просто эти девочки отдаляться, то есть как-то набить меня опять же тоже. В 2019 году я познакомилась с мальчиком из параллельного класса. Это вообще случайно просто получилось. Тут он начинает мне писать, что типа вот, пока. И потом я поняла, в чем дело, почему мне написали, что... почему он мне написал, что не хочет со мной больше общаться и видеть, и заблокировал меня. Моя подружка... Ей писала Даша. Она писала гадости про меня. Она отправляла ей скрины переписок со Степой. Отправила ей, оказывается, поддельный скрин. Она поделала мою переписку и отправила ее Степе. На круглом столе мы обсуждали всю эту ситуацию. Яся со мной сразу помирилась. А Даша, она не хотела со мной мириться. Тогда она сказала довольно шокирующую вещь. И она сказала, что зачем мы должны страдать из-за кого-то, если у кого-то там кто-то умирает, почему мы должны страдать, мы же друзья, вообще это не наше дело. И тогда я такая, сижу, я твоя подруга,
И если у меня умирает настолько близкий человек, как моя мама, и ты меня в этом, ну, как бы ты поддерживаешь меня, то, может быть, тебе тоже плохо. Потом начинаются новые интриги. И я знаю, что Даша, скорее всего, это посмотрит. Вот, так что, Даша, я желаю тебе всего самого наилучшего. Пожалуйста. Отстань от меня. И все. Все. Понюхай, как он невкусно пахнет. Ты будешь краситься? Нет. Но если просто расслабляет, когда я тру об себя кисточку. Я не знаю, мне так приятно. Как будто мне кто-то чешет лицо. Бич. Ты чё? Ты можешь меня не малевать, пожалуйста? Нет. Да мне не нужен коричневый хайлайтер. Нет, мне подходит бронза. Ну, Ты теперь блестящий. ну блин, зачем мне этот Смотри, блеск? какая ты блестящая. Ты красивая. Вот знаешь что? Я сейчас достану керосин. Я доставлю цепочку. Ой, да, я люблю цепочку. Не знаю. Я модная. Ну ты еще себя задушить, цепочку. А где мой рюкзак? Чтобы права свои знали люди, и мы всегда против насилия. Пожалеть это наше главное усилие. Падаю в школу с ранним по утру, похоже на насилие. Я прошу, встаю, иду из своего гнезда, которого у многих не будет никогда. Владимир не правда сказать, чтобы она начала орать на всех. Уважительные взрослые. Я не актер. Раз, два, три, 4 назад. Нормально. Какой-то сериал, ну, конечно, сейчас будет доля расизма, хотя это не расизм. Ну, короче, сериал про каких-то черных чуваков, и типа черные чуваки, как по мне, всегда жизнерадостней, чем белые чуваки, всегда всегда как-то позитивнее. Нет, не то. Не могу. Хотела сектор газа забабахать, но я не помню. Типа каждый считает своим долгом до меня, так сказать, докопаться. До прически. Ну, типа, серьезно, лол. Это чудно. Это очень чудно. Ну, например, ехала я в метро, да, и какой-то ребенок просто начал, ну, трогать мои волосы в наглую, да. Я говорю, типа, детка, пожалуйста, не трогай меня. Ну, то есть, типа, я не хочу. И его мамка такая, типа, ты такая грубая. Почему, там, это же мой ребенок. Я говорю, это мои волосы, там, типа, вот. Ну, вот такие траблы. И, типа, в принципе, мне не нравится то, что... мне не нравится чувствовать себя скованно в людных местах. Иммигранты. Случались панические атаки, истерики и всякие такие вещи. Потому что эти люди, в основном эти люди, доводили меня до такого состояния. Это на самом деле очень страшно, потому что, ладно, там, у меня не поломалась психика. Но вот представляете, эти люди ограничивают других людей. То есть, например, если какая-нибудь девочка надела что-нибудь такое, до чего они могут докопаться до чего угодно.
Она идет в общественное место, там, например, по улице, и ей там начинают там что-то типа такого. Или, например, на нее смотреть, то есть в открытую вот так вот пялиться, там рассматривать каждый ее, там, не знаю, прыщ, вмятину. Я не знаю, зачем мне это делать, но это бесит в натуре. Никому не приятно. Это ненормально. И типа у меня такое случалось не раз, и случается по сей день, но вот точно могу сказать, ну, где я развилась, это вот здесь, потому что, ну, мне уже не страшно, мне уже не случаются панические атаки. Тебе грустно? Нет, мне не грустно, я хорошо себя чувствую. Типа, мне, кстати, не так уж грустно в последнее время, вообще не грустно. То есть мне не грустно как раз-таки, потому что за несколько месяцев я поняла, ну вот, что, например, в жизни нет какого-то там особого смысла. Любому человеку можно замену найти, любому человеку. Абсолютно. Ну, не Курт Кобейну, конечно. Чем ты хочешь заниматься после школы? Я надеюсь, у меня с группой все получится. Я надеюсь, что, ну, типа, я смогу не сидеть там в каких-то странных офисах, там, и все такое. Я помню, как нас ругали. А ты где? Так, Я в красном платье. Там не до конца? Да. Лица у тебя А на руке, потому что это анархия. Что Не знаю, это анархия наделала? Мне Николь нарисовала. Да. Ты анархистка, Николь. Ну, вообще-то, да. Она сатанистка, а я анархистка. Это мой театр. Ой. Они приносят его в жертву. Меня. Давай. Check it out. Ты что сейчас вспомнила? Не знаю, я просто вспомнила, как моя подруга постоянно так делала. Check it out. Николь! Я против насилия над ногами. Да, я тоже. Идем босиком на чистые пруды прямиком, совсем не тайком. Это наш сегодняшний мут. Хотим больше чуд. Да. Мы бичевые девки. Мы бичевые девки. А Катя, ты не упади. И не расшиби не расшиби себе нос. и ноги. Потому что ноги — это как в синагоге. Держи! Да ты дура! Я украла телефон у своей подруги. Я сейчас тебе дам свертухи. Она мне сейчас даст свертухи. Это так страшно, но совсем не опасно, потому что она меня любит. Она меня любит. У меня уже грязные носки. Дай мне мой Где телефон. кнопка выключательная?